Мне нужно рассказать вам кое-что, что поначалу может показаться безумным, но оставайтесь со мной. В первом месяце прошлого года кто-то, да, реальный человек, такой же, как вы, использовал тот же самый процесс, который я собираюсь раскрыть, чтобы открыть нечто, что изменило его жизнь навсегда. Они не просто совершили небольшой прорыв. Нет. Они пережили божественный взрыв, сверхъестественное освобождение финансового изобилия. Всего за несколько недель, ни лет, ни месяцев, они получили $50 миллионов. Ни в лотерею, ни в результате мошенничества. А от чего-то гораздо большего, глубже. Что-то духовное. Что-то священное. И я здесь не для того, чтобы продавать вам фантазию. Это не сказка. Это принцип завета. А божественный закон, который веками действовал в тишине. Скрытый на виду. И когда он активирует Савера, послушание и сердце, которое осмеливается верить, двери открываются. Небеса отвечают. И то, что когда-то казалось невозможным, становится ваша новая норма. Сейчас, я знаю, вы, вероятно, настроены скептически. Это нормально. Потому что в глубине души часть вас хочет верить, что перемены еще возможны. Ты слишком многое пережил, чтобы довольствоваться средним. Ты слишком много пролил безмольных слез. Ты слишком много пережил только пустые сезоны, ожидая дождя. Но, Дитя Божие, что, если я скажу тебе, что и тот точный момент, это самое видео, не случайность? Что, если Святой Дух направляет ваше сердце к тайному ключ, скрытая истина, которая может открыть вам долгожданное наследование? Я открою вам это. Каждый шаг, каждый библейский код, каждое положение сердца, которое заставило небеса излить этот поток благословений. И нет, дело не только в деньгах. Дело в выравнивании. Речь идет о доступе к царству чудес, где выздоровление, мир, избыток и богатство течь свободно. Где урожай ствечает на вера. Но вот в чем дело. Ты должен остаться до конца. И я серьезно. Потому что в следующие несколько минут я собираюсь раскрыть то, что мало кто осознает, точный момент, когда благословение было высвобождено, точный момент, точка изменения духа и единственная ошибка, которая почти отложена, и это. А вы? Вы ближе, чем думаете. Одна молитва отделяет вас от прорыва. Одно решение отделяет вас от открытия, дверь на котором с начала времен написано твое имя. Бог не удерживает чудеса. Он скрывает их, так что только голодный может найти их. Отчаявшиеся верны те, кто готов действовать, даже когда кажется, что уже слишком поздно. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Итак, я бросаю тебе вызов остаться со мной. Пусть каждое слово проникнет в твою душу, дух, пусть ваша вера крепнет по мере раскрытия секретов. Ведь еще до того, как закончится это видео, вы поймете, почему вам было так тяжело, почему возникла задержка и, самое главное, почему все это заканчивается. Но вот предупреждение, есть причина, по которой враг пытался помешать вам услышать это. Есть причина, по которой каждое отвлечение, каждый страх, каждая неуверенность в себе пытались затуманить ваш разум. Потому что то, что вы сейчас услышите, снять завесу. Это божественная установка, священный момент сонастройки. И я собираюсь провести вас к нему. Но я не смогу сделать это, если вы не оставаться. Потому что в конце этого видео я открою точное положение сердца, это открыло путь чуду стоимостью в $50 миллионов. Того же сердечного расположения, которого Бог требует от вас сейчас. Вы готовы пройти через дверь, что приводит к вашему наследованию. Вы готовы к трансформации, что нельзя купить за деньги, но что все равно принесет деньги.
Тогда оставайтесь. Оставайтесь до конца. Ваше чудо скрывается в этих следующих мгновениях. И вы не просто услышите об этом. Ты это переживешь. Итак, начнем. Прежде чем я расскажу вам больше, прежде чем я открою вам ключ, способный все изменить, я хочу, чтобы вы сделали нечто важное. Что-то, что начинается не с вашего кошелька, а с вашегодух. Сделай глубокий вдох. Прямо сейчас. Где бы ты ни был, я хочу, чтобы ты остановился и увидеть это. Представьте это с открытым сердцем. 50 миллионов долларов на вашем банковском счете. Это не обещание. Это не мечта. На реальность цифры, светящиеся на экране. Ваше имя в этом счете. Больше никакого стресса. Больше никаких долгов. Больше никаких бессонных ночей, когда думаешь, как оплатить аренду или включить свет. Что бы вы сделали в первую очередь? Вы бы погасили этот давний долг? Вы бы благословили своих родителей? Вы бы финансировали чье-то чудо? Подумайте глубоко. Почувствуйте это. Потому что эта эмоция, эта чистота, это не просто фантазия. Это магнит божественное соответствие вашему будущему. И пока вы не сможете увидеть это, вы не можете получить это. Запомните этот образ, потому что через мгновение я покажу вам, как войти в него. Но сначала мне нужно, чтобы вы поняли, насколько это реально. Это не просто духовный язык. Это духовный закон. И одна женщина доказала это только с помощью веры, отчаяния и этого самого процесса. Ее зовут Сара. Всего 3 месяца назад она едва сводила концы с концами. Она работала на 2 работах, на одной – в закусочной, на другой – убиралась в офисах до поздней ночи. Тело ее было измотано, но дух был еще сильнее. На ее банковском счете было $240. Кредитные карты были исчерпаны. И, что хуже всего, она начала верить в ложь. Может быть, это просто моя судьба. Но однажды ночью, просматривая телефон, оцепеневшая и подавленная, она наткнулась на то же самое откровение, которое я собираюсь вам поведать. У нее было не так уж много. Но у нее было горчичное зерно вера, она досмотрела до конца. Она помолилась молитвой. Она следовала инструкциям. И через неделю произошло нечто странное. Ей позвонил человек, с которым она не разговаривала много лет. Старый друг, который основал компанию и помнил трудолюбие Сары. Ей предложили работу, нет работы уборщицей, но в то же время консультантом. Высокооплачиваемая. Гибкий график. В течение следующего месяца двери начали распахиваться. Неоплаченные долги были прощены. Чеки пришли по почте. Неожиданно избыток начали появляться. А сегодня Сара управляет портфелем стоимостью $3,8 миллиона. И она всем говорит одно и то же. Дело было не в деньгах. Дело было в тот момент, я привел свое сердце в соответствие с Божьим замыслом. Обещать. Итак, позвольте мне спросить вас еще раз, готовы ли вы открыть то же царство, в которое вошла Сара? Но слушайте внимательно, мне нужно, чтобы вы поняли еще кое-что. Эти преобразования не происходят случайно. Они происходят через выравнивание, через подготовку, через преднамеренные шаги веры. Теперь, прежде чем я пойду дальше, я собираюсь дать вам точную стратегию через мгновение. Я хочу, чтобы вы сделали что-то простое, но эффективное. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Почему? Потому что, когда вы взаимодействуете с контентом, который привносит истину в вашу жизнь, вы заявляете Вселенной и своему разуму:
я согласен с этой истиной. Я не просто наблюдаю, и получение. Лайки к этому видео – это не про трюки с алгоритмами. Это про активное веру, вы соприкасаетесь и соглашаетесь. Подобно женщине, которая протянула руку и коснулась края одежды Иисуса, ваш простой поступок говорит: «Это слово для меня». Теперь давайте углубимся. Потому что, по правде говоря, богатство начинается не с денег. Богатство начинается с откровения. Деньги – это простафрукты на корень духовно. Она скрыта в состоянии сердца. Бог не наливает масло в любой сосуд. Он ищет тех, кто готовы, те, чьи сердца были поставлены так, чтобы нести благословение, не будучи раздавленными им. И величайший обман, который использует враг, это заставить вас поверить, что вы недостойны. Что из-за ваших прошлых ошибок, неудач вашей семьи или позора, который вы несете, Бог лишил вас этого. Но послушай меня, ты все еще избран. Твое наследование его никогда не отменяли. Его просто отложили из-за отвлечения внимания. Сара разбогатела не потому, что ей повезло. Она разбогатела, потому что сплотилась. И есть еще кое-что, что тебе нужно знать. Ты никогда не был предназначен для этого. Гнаться деньги. Ты должен был привлекать положение. Вы являетесь сосуд божественной милости. Ты несешь дыхание Бога в своих легких. Небеса не находятся в упадке. Есть хранилище богатств с вашим именем на них. И единственное, что стояло между вами и вашим чудо, является понимание. Бог не удерживает ваш прорыв. Он ждет, когда вы распознать процесс. Потому что пока вы не поймете цель обещания, благословение только сломает вас. Вот почему этот момент священен. Вы смотрите это не случайно. Вас сюда втянуло. Ваш дух жаждал перемен. Вы чувствовали напряжение, духовное беспокойство, финансовую нехватку, безмолвный плач по ночам, и вот Бог отвечает. Но Он делает это в Его путь. Через Его стратегию. И вот правда, богатство, ваше желание касается не только вас. Оно касается людей, связанных с вашим послушанием. Оно касается жизней, которые вы коснетесь, сердец, которые вы восстановите, работа в королевстве вы будете финансировать. И я собираюсь показать вам, как это сделать. Но сначала я хочу, чтобы вы обдумали этот вопрос. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы все изменилось за 7 дней? Вы бы ходили по-другому. Молились бы по-другому. Жертвовали бы по-другому. Это не вопрос фантазия. Это пророческое приглашение. Потому что то, что вы ожидать, это то, что ты привлекаете, то, во что вы верите, это то, во что вы становиться. Давайте копнем еще глубже. Речь идет не о культуре хасла. Речь идет о культуре Святого Духа. Речь идет о том, чтобы воспользоваться выравниванием завета. Во Второзаконии 8 часов 18 минут есть стих, который гласит: «Но помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой». Вы уловили это? Богатство – это не просто награда. Это подтверждение, тюлень, принадлежащее, обещать который Бог уже поместил в твою жизнь. Это означает, что деньги, на которые вы рассчитываете, связаны с более крупным планом, божественный план. И если вы пропустите это, вы пропустите все. Сара не просто получила богатство. Она получила цель. Она обнаружила, что деньги в руках покорной становятся оружие, не вес, а открывалка двери, а не отвлечение. И ты, дитя мое, следующее. Но вы должны быть готовы. И это начинается сейчас. Продолжайте смотреть.
Потому что то, что последует дальше, перевернет все, что вы думали о нужде, о богатстве и о том, что Бог готов сделать для вас .ты. Вы готовы быть следующая Сара? Готовы ли вы поверить, что ваш банковский счет может выглядеть неузнаваемо через 30 дней? Тогда оставайся. Потому что чудо в движении. И я еще даже не рассказал вам самое главное. 5 лет назад я был в таком мраке, что даже мои молитвы казались эхом. Я жил в крошечной однокомнатной квартире с тонкими стенами, тяжелым воздухом и тишиной, которая была громче моей надежды. Каждую ночь я сидел на продавленном диване и ел лапшу рамен, не потому, что она мне нравилась, а потому, что это все, что я мог себе позволить. Бывали ночи, когда я не мог заснуть не от голода, а от постоянного страха, что я бы никогда не вырваться вперед. Я тонула в счетах, едва могла платить за аренду и наблюдала, как все остальные, казалось бы, продвигаются вперед, а я застряла в том же цикле. Я перепробовал все. Я работал больше, чем когда-либо. Сверхурочно. 2 подработка. Я прочитал все книги, посмотрел все видео о мышлении миллионера, даже пытался играть в лотерею, надеясь, просто надеясь, что что-то получится. Но ничего не получилось. И с каждой неудачной попыткой Мэйвероян начал съеживаться. Я усомнился в Боге. Я усомнился в своей ценности. Я даже начал верить лжи врага, который говорил: может быть, тебе не суждено быть богатым. Может быть, это просто твоя история. Но потом что-то произошло. Не громко, не ярко. Это был не выигрыш в лотерею и не фокус. Это был шепот. Божественный толчок. Скрытый образ мышления, откровение, которое все изменило. Я начал понимать, что препятствие моему богатству было не вне меня, в пределах моей убеждения. Мои сердца. Мое соответствие с духовные законы изобилия, что Бог уже вписал это в творение. Мне не нужно было умолять: дай мне Бог благословения. Мне нужно было выровняться благословением, которое уже было сказано надо мной. И через 6 месяцев после принятия этого откровения, этого священного процесса, я увидел, как весь мой мир перевернулся. Я перешел от недостатка к избытку. Я проявил достаточно не только для того, чтобы купить себе дом мечты, но основать собственную компанию, которая процветает и по сей день. И самое прекрасное. Мне удалось на пенсию моих родителей. Моя мать, которая работала на 3 работах, чтобы вырастить меня. Мой отец, который пожертвовал всем. Я чтил их не словами, а обеспечением. Итак, теперь мне нужно спросить вас, несколько вопросов. И я хочу, чтобы вы ответили с вашей точки зрения душа, а не ваши обстоятельства. Как долго вы живете в режиме выживания? Как долго вы говорили себе, что, может быть, в следующем месяце будет лучше? Это может быть, однажды дверь откроется. Сколько мечтаний вы похоронили из-за того, что ваш банковский счет не позволял вам их оплатить? Сколько раз вы улыбались на публике, тайно плача в одиночестве, потому что давление жизни сокрушили твой дух? Вы когда-нибудь стояли на кассе в продуктовом магазине, молясь, чтобы вашу карту не отклонили? Вы когда-нибудь избегали проверки баланса, потому что заранее знали, что цифра заставит вашу грудь сжаться? Сколько раз вы постились, молились, платили десятину, служили, но все равно чувствовали, что Бог не слышит ваш крик о помощи? Не потому, что Он не слушал, а потому, что враг шептал, что ты недостоин, и ты ему поверил. Вы устали быть верным, но бедным, преданным, но тонущим, молящимся, но бессильным. Потому что если вы такой, вам нужно знать, это не воля Божия для твоей жизни.
Вы не были созданы для того, чтобы сводить концы с концами. Вы не были созданы для постоянного давления, хронического финансового стресса или пустых шкафов. Вы были созданы для завета, для господства, для наследования. Богатство – это не только деньги, это идентичность. Это возможность жить в полноте того, что уже было точкой разговорной над вашей жизнью. Так почему же вы его еще не получили? Это потому, что ты ленивый? Нет. Может, ты недостаточно умен? Даже близко нет. Может быть, это потому, что Бог от вас отказывает? Абсолютно нет. Причина, по которой вы еще не вступили в урожай, потому что никто не научил тебя, как подготовьте свое сердце к дождю. Вам не нужно гнаться за деньгами, вам нужно гнаться за выравнивание. Потому что в королевстводении это побочный продукт миссии. Обеспечение следует за целью. И Бог не ищет идеальных людей, Он ищет расположенные сердца. Сердца, которые понимают, что послушание открывает путь избытку. Но невозможно соблюдать закон, который ты никогда не изучал. И вот почему вы здесь. Вот почему этот момент свят. Потому что Бог собирается научить вас тому, чему мир не может. Он собирается открыть вам духовные глаза, чтобы увидеть, как на самом деле работает богатство. И как только вы это увидите, вы уже не сможете это развидеть. Вы поймете, что каждый момент нужды, каждая пролитая слеза, каждый счет, который вас одолел, все это не должно было вас уничтожить. Все это должно было подготовить вас, чтобы смирить ваше сердце, очистить вашу веру, привести вас к этому точный момент, где небеса встречаются с голодом и рождается судьба. Но мне нужно спросить еще раз. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы борьба закончилась сегодня? Вы поверили бы снова? Сделаете ли вы первый шаг, даже если у вас дрожат колени? Скажете ли вы наконец: «Да, Боже, я готов принять»? Потому что именно это и нужно. Не диплом, не идеальное прошлое. Просто «да». Вот что я дал Богу 5 лет назад. Простое, трепетное «да». И это «да» открыло все дверь. Это «да» стало ключ. Это «да» превратилось в семя, которые никогда не переставали размножаться. Теперь твоя очередь. Но должен предупредить вас, то, что последует дальше, поставит под сомнение все, чему вас учили о деньгах, чудесах и проявлениях. Потому что Бог не джин. Он – Отец, и то, что Он собирается дать вам, не просто изменит ваши финансы, оно изменит вашу личность. Ты здесь не для того, чтобы собирать монеты. Ты здесь для того, чтобы нести слава. Ты не призван еле-еле выживать, ты призван в возрождении фондов, строить наследие, оставить наследование. Но вы должны решить сейчас, останетесь ли вы в привычной боли выживания. Или шагнете в неизведанное место, где обитают чудеса? Будете ли вы продолжать говорить себе «когда-нибудь»? Или вы поверите, что сегодня это начало вашего перелома? Потому что Сарры, Давиды, Эсфири этого поколения поднимаются, и богатство – часть их предназначения. И ты, мое возлюбленное дитя, не забыто. Твое промедление – это не твое отречение. Твое молчание было услышано. И твое прорыв ближе, чем ваше сомнение. Пусть это укоренится в вас. Вы уже все перепробовали. Теперь пришло время попробовать выравнивание. Оставайтесь со мной, потому что в следующем сегменте я собираюсь раскрыть точную информационно-молитвенную формулу, которой инициирует заветное богатство. И позвольте мне прояснить, это не то, что вы думаете. Это не попрошайничество. Это не повторение сценария.
Это священный обмен между твоим сердцем и небесами. И когда я отдал Богу эту единственную вещь, все открылось. Вы тоже готовы это сделать? Тогда продолжайте смотреть. Потому что секрет, который изменил мою жизнь навсегда, находится всего в нескольких минутах. Вы молились. Вы сеяли. Вы провозглашали, визуализировали, провозглашали жизнь в своих финансах. Вы практиковали аффирмации. Вы постились. Вы платили десятину. И все же изобилие кажется отложенным. Дверь остается закрытой. Чудо так и не произошло. И вот тихий вопрос эхом отзывается в глубине вашей души. Почему это не работает? Почему другие, кажется, получают одно благословение за другим, а вы застряли в зале ожидания богатства? Вы не ленивы. Вы не неверны. Вы не глупы. Но что-то скрытое сдерживает этот поток. А что, если я скажу вам, что настоящая преграда не вокруг вас, а внутри вас? Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, если это так мощно, если этот секрет действительно открывает путь к изобилию, то почему не все богаты? Почему не каждый верующий пребывает в процветании? Почему верующие люди застревают в порочном круге нужды? Ответ прост, но шокирует. Большинство людей отталкивают деньги. Не намеренно, не сознательно, но тонко, духовно, молчаливо, из-за глубокой веры в то, что они не заслуживают это. Через веру, которую я называю ловушка ценности. Ловушка ценности – это скрытая ловушка, которую большинство никогда не замечает. Дело не в том, чего вы хотите. Дело в том, что вы верю, что ты достоин получить. Позвольте этому на мгновение успокоиться. Видите ли, духовный мир реагирует не только на то, что вы говорите. Он реагирует на то, что вы полагаете, если ваше заявление о богатстве громче, чем вера вашего сердца в собственную божественную ценность, то все утверждения в мире по-прежнему будут приносить пустоту. Это священный разрыв. Это скрытая моральная дилемма. Потому что в глубине души многие из моих детей считают, что быть богатым неправильно, или что они должны зарабатывать мое благословение через страдания. Слушайте внимательно. Существует божественное различие между смирением и самоотречением. Я никогда не просил вас отречься от своего наследия. Я просил вас отречься от плоть, но враг, как всегда хитрый, извратил эту истину. Он убедил миллионы, что быть святым означает быть бедным, что быть праведным значит отвергнуть богатство, что мое царство – это только духовное богатство, а не физическое обеспечение. Но, дитя мое, я бог всевещий. Золото мое, серебро мое. Я поместил Адама в сад изобилия, я заключил заветы с людьми и благословил их хранилища. Мой сын сказал: давайте, и дано будет вам. Не позволяйте врагу украсть это обещание посредством извращенной религии и чувства вины. Но вот в чем загвоздка, и вот тут-то все становится опасным. Потому что даже те, кто, сказать, они верят в богатство, но подсознательно его саботируют. Они говорят: я получаю деньги, но в глубине души шепчут: я еще недостаточно хорош. Я недостаточно молился. Я не отдавал десятину в совершенстве. В моей жизни все еще есть грех. Они ставят условия моему милосердию. Они откладывают свой собственный урожай, настаивая на том, что он должен прийти после совершенства. Но я никогда этого не говорил. Я благословляю, основываясь на завете, а не на безупречности. Это трагическая иллюзия. Мой народ не ждет меня. Я жду их принять то, что я ими уже вылили.
И вот враг нашел свою самую эффективную стратегию – заставить вас думать, что ваша бедность – это смирение, а ваше изобилие – это гордость. Но вот божественная истина – изобилие – это выравнивание, когда ваш дух подчиняется моей воле, а ваша душа – моему голосу, вы начинаете видеть, как чудесное обеспечение течет рекой. Не потому, что вы к этому принуждали. Не потому, что вы усерднее трудились, а потому, что вы наконец-то снял блок. Настоящий враг не усилие, а личность. Кем вы являетесь? Верю, что ты есть. Ловушка ценностей держит людей на грани прорыва, но никогда не позволяет им достичь его. Она говорит: ты почти достиг, но тебя все еще недостаточно. Это звучит как твой собственный голос. Даже звучит религиозно. Но это ложь. Это не смирение, это скрытое отторжение себя. И его нужно сломать. Потому что, пока ты продолжаешь молиться о деньгах, тайно веря, что недостоин их получить, твоя молитва раздваивается. Твое сердце посылает два сигнала духовному миру: иди сюда и держись подальше. Это не вера. Это внутренний конфликт. А духовный мир реагирует не на замешательство, а на ясность. Позвольте мне привести вам пример. Я встретила женщину, которая постилась каждую неделю, верно жертвовала и каждый день цитировала Писание о изобилии. И все же каждая возможность ускользала от нее. Каждая инвестиция проваливалась. Каждый неожиданный счет казался саботажем. И однажды, в глубокой молитве, я прошептала ей: «Ты не веришь, что достойно богатства, о котором просишь меня?» Она расплакалась. В тот день все изменилось. Не потому, что она сделала что-то новое, а потому, что она верила что-то новое. За несколько месяцев она получила больше денег, чем когда-либо видела. Не потому, что заработала их, а потому, что наконец получил его. Итак, теперь я должен спросить вас, что вы делаете? Ты действительно веришь, что заслуживаешь? Не на словах. В твоих сердце. Ты действительно веришь, что являешься сосудом божественного богатства? Веришь ли ты, что мой завет с Авраамом включает в себя ты? Или ты тихо думаешь: может быть, для других, но не для меня? Это проклятие. Это вор. Это невидимая цепь. И сегодня я ее разрываю. Вот почему я привел тебя сюда. Вот почему я повторял тебе слово «чудо» всю твою жизнь. Потому что следующее чудо не найдется вне тебя. Оно найдется внутри тебя. Перемена, о которой вы молитесь, начинается в сердце. Шлюзы открываются, когда вы перестаете просить и начинаете верить. Не потому, что вы высокомерны, а потому, что вы понимаете мою любовь. Видите ли, истинная вера заключается не в том, чтобы убедить меня. Она в том, чтобы подчиниться мне. Я уже хочу благословить вас. Небеса уже полны вашего урожая. Вы не ждете меня. Вы ждете выравнивания. Но прежде чем мы углубимся, вам нужно понять еще кое-что, более глубокий секрет, высший ключ. И я предупреждаю вас, увидев это однажды, вы уже никогда не сможете развидеть. Вы готовы. Потому что следующая часть изменит все. Дело не только в мышлении. Дело в духовная законность. Все верно. В духовном мире есть законы. Невидимые контракты. Соглашения, которые вы не помните, чтобы подписывали, но которые, возможно, заключил ваш род. И они действуют. Блокируют. Затягивают. Сбивают с толку. Пока не сломанный.
Но прежде чем мы дойдем до этого, прежде чем я разоблачу заветы, заключенные во тьме, вы должны кое-что решить. И это непросто. Вы должны выбрать, будете ли вы продолжать жить согласно тому, что мир называет смирением, или подниметесь до того, что я называю святым соответствием. Потому что изобилие не плотское. Оно не жадное. Оно не эгоистично. При праведном использовании оно поклонение. Это послушание. Это исполнение моего изначального замысла, чтобы вы плодились и размножались. Чтобы вы давали взаймы, а не занимали. Чтобы вы стали знамением моей верности на земле. Вот моральная дилемма. Продолжите ли вы играть по мелочи, потому что так безопаснее? Или осмелитесь ли вы поверить, что ваше богатство – часть моей воли? Будете ли вы скрываться, боясь гордыни? Или же вы с благоговением вступите в свое божественное наследие, зная, что каждый доллар – это инструмент служения? Вам предстоит решить. Потому что этот следующий уровень не откроется для пассивных. Он откроется только для позиционируется. И поэтому я снова спрашиваю вас, какое тайное убеждение вы несли в себе? Кто сказал вам, что оставаться бедным – это праведно? Кто убедил вас, что борьба – это ваша духовная сущность? Эта ложь заканчивается сегодня. Я даю вам зеркало. Взгляните в него. Не со страхом, но с верой. Потому что то, что вы видите сейчас, это начало вашего освобождения. Настоящая дверь никогда не была заперта. Вы просто держали не тот ключ. Но прежде чем вы откроете эту последнюю дверь, прежде чем хлынет поток, вы должны понять одну вещь. Есть причина, по которой это учение редко встречается. Есть причина, по которой мало кто говорит об этом. Потому что, как только ловушка ценности раскрывается, враг теряет свое самое сильное оружие – стыд. А стыд создал империи ограничений. Религиозные системы, семейные традиции и родовые проклятия – все это подкрепляет одну и ту же ложь – ты еще недостоин. Но я всегда говорил обратное – ты избран. Ты призван. Ты мой. И теперь я увлекаю вас в более глубокие воды. Я предлагаю вам не просто информацию, но откровение. Такое, которое пробуждает нечто вечное в ваших костях. Готовы ли вы увидеть, что на самом деле происходит за кулисами? Ведь то, что вы принимаете за финансовую битву, на самом деле духовная война родословных. И как только вы это осознаете, все меняется. Задержка заканчивается. Двери открываются. И ваша судьба ускоряется. Но сначала ты должен узнать еще кое-что, то, что мало кто узнает. Что-то священное. Что-то опасное для вражеского королевства. Вы готовы. Потому что сейчас начинается настоящее откровение. Вот тут-то все и меняется. Именно здесь начинают меняться скрытые механизмы вашей финансовой судьбы. Не потому, что что-то изменилось вокруг вас, а потому, что ты вот-вот изменитесь. Вы вот-вот откроете тайну, которую большинство никогда не увидит, истину настолько простую, но настолько могущественную, что она может изменить все ваше финансовое будущее. Вы стояли у двери, стучали в своих декларациях, взывали в своих молитвах, напрягали душу духовными усилиями. Но что, если я скажу вам, что ключ к этой двери не сила, а поток? Что, если чудо, которого вы ждали, не обязательно должно произойти, преследовали, но полученный? Видите ли, вот в чем заключается великий духовный переворот, и он самым глубоким образом изменит ваши убеждения. Большинство людей проводят всю свою жизнь, желая деньги. Они постоянно о них думают.
Они жаждут их, мечтают о них, гонятся за ними, молятся о них. Они даже одухотворяют эту погоню, говоря: «Господи, я верю, что Ты дашь мне все». И это звучит хорошо. Звучит правильно. Но они не видят, что желание создает сопротивление. Желание говорит: «У меня этого нет». Желание говорит: «Этого еще нет». На самом деле, желание лишь усиливает нехватку. Это тихий саботаж. Потому что в духовном мире ваша вибрация, энергия вашего вера, постоянно говорит. И когда вы пребываете в желании, вы вибрируете в отсутствии. Но когда вы пребываете в позволяя, вы вибрируете, принимая. Этот переход от стремления к смирению, от погони к принятию, и есть то самое, что преображает ваш финансовый мир. Позвольте мне показать вам. Представьте себе погоню за бабочкой. Вы бежите, бьетесь, прыгаете. Но чем больше вы гонитесь, тем дальше она улетает. Именно так большинство людей поступают с богатством. Они бегут за ним в панике, в нужде, с трудом. Они говорят: «Мне нужно больше денег». Они говорят: «Я так стараюсь». Но их энергия тревожна. Их дух скован. Их руки сжаты. И деньги, как бабочка, ускользают от этой силы. Не потому, что они недостойны, а потому, что их чистота отталкивает его. А теперь представьте, что вы стоите неподвижно, в покое, доверии, в тихом ожидании. Вы поднимаете руку. Вы раскрываете ладонь. Вы чувствуете солнце на своем лице. И вдруг бабочка летит к вам. Не потому, что вы за ней гнались, а потому, что вы стали желаемая атмосфера. Вот как течет божественное богатство. Не через панику, но через присутствие. Не через стремление, но через духовное выравнивание. И это поворотный момент, священная точка опоры, скрытая дверь в двери. Вам не нужно разбогатеть. Вам нужно позволять «будьте богаты сами». Это может показаться странным. Возможно, это даже оскорбит вашу старую теологию. Но позвольте мне объяснить. Наследство уже ваше. Завет вечен. Богатство не приходит, оно уже здесь. Оно в поле. Оно в комнате. Оно парит над твоей жизнью, как дождевая туча, ожидая разрешения упасть. Единственное, что этому препятствует, это вера. Вера, которая говорит: «Мне нужно работать усерднее». Вера, которая говорит: «Это не может быть так легко». Вера, которая говорит: «Я позволю это, как только докажу, что я докажу свою состоятельность». Но ни одна из этих мыслей не исходит от меня. Я сказал: «Свершилось». Я сказал: «Я даю вам силу приобретать богатство». Я сказал: «Ищите прежде царствие, а потом все эти вещи будет добавлено». Не заработано. Добавлено. Не заработана точка данной. Но вот где откровение становится глубже, и ты должен оставаться со мной. Потому что переход от желания к позволению – это не лень. Это не пассивность. Эта личность вы не позволите богатству существовать, сидя на месте. Вы позволите богатству существовать, вступая в выравнивание. Выравнивание означает движение со мной, доверие мне, послушание мне, отказ от своих страхов, и пусть ваши действия отражают истину, дверь уже открыта. Что дождь уже идет. Что бабочка уже заметила вашу руку. И вот здесь мне нужно задать вам вопрос глубоко личный. О чем-то духовном.
о чем-то вечном. Вы гнались за своим благословением или приветствовали его. Вы стремились к чему-то из нехватки или позволяли что-то из изобилия. Вы молились из-за паники или готовились из-за мира. Потому что эти вопросы раскрывают реальное состояние твоего духа. И они открывают нечто еще. Что-то святое. Что-то драгоценное. В тот момент, когда ты перестаешь бороться и начинаешь позволять, небеса открываются. Позвольте мне показать вам, как это работает. Есть путь, божественная последовательность, и я собираюсь дать вам его сейчас. 1. Неподвижность. Выйди из шума. Отрешись от страха. Успокой свое сердце. 2. Личность. Помни, кто ты. Ты – мое дитя. Мой наследник. Мой сосуд. 3. Выравнивание. Соотносите свои привычки с верой. Дарите щедро. Говорите смело. Отдыхайте глубоко. 4. Атмосфера. Создайте пространство для чуда. Уберитесь в комнате. Распланируйте бюджет. Подготовьте сосуд. 5. Приглашение. Произнесите «Деньги, придите». Чудо, придите. Урожай, освободитесь. 6. Позволяя, оставайся открытым. Оставайся ожидающим. Отпусти контроль. Доверься ветру моего духа. 7. Получение. Когда дверь откроется, зайди. Когда появится возможность, воспользуйся ею. Немедли. Вот план. И он не сложен. Сверхъестественное редко бывает сложным. Но Андилайт нужна вера. Не просто вера в меня, но вера в моя готовность благословить вас, только вера в свой завет. Вера в свое наследие. Вера, которая говорит: «Мне позволено быть богатым. Мне позволено быть благословенным. Мне позволено ходить в изобилии». Именно здесь большинство людей спотыкаются. Потому что, даже понимая этот процесс, они все еще цепляются за чувство вины. Они все еще спрашивают: «А что, если это не мое время? А что, если это не моя доля?» Но, дитя мое, если я довел тебя до этого момента, значит, является твоя часть. Если я сказал это слово в дух твой, оно является ваше время. Я не дразню. Я не искушаю. Я раскрывать. И прямо сейчас я открываю твою дверь. Ту, что стояла перед тобой годами. Ту, мимо которой прошел твой разум. Ту, которую избегал твой страх. Ту, которую игнорировала твоя религия. Но сегодня этот день, объявляю его открытым. Поэтому я спрашиваю вас не просто как испытание, а как заявление. Оставьте комментарий ниже с этим предложением. Я больше не гонюсь. Я позволяю. Я принимаю. Пусть сам процесс написания закрепит перемену в вашем духе. Пусть это станет публичным пророчеством о вашей жизни. Пусть это будет моментом, когда прежний ты закончится и начнется новый. Вы годами стучались. Пришло время войти. Вы десятилетиями боролись. Пришло время течь. И пока вы пишете это предложение, пока вы печатаете его с намерением, что-то рухнет. Стена. Сомнение. Страх. И что-то освободится. Чудо. Клиент. Платеж. Дверь. Божественное партнерство. Это не магия. Это выравнивание. Это не манипуляция. Это разрешение. Ты не проклят. Ты проклят. Точка называется. А бабочка.
богатство, благословение. Он больше не убегает от тебя. Все зависит от вас. Потому что теперь вы позволяете. Теперь, когда вы понимаете более глубокие течения, лежащие в основе ваших обстоятельств, как ваши мысли, ваши убеждения и ваша вера, сформируйте архитектуру своего духовного пространства, время пришло. Теперь мы вступаем в священное, в применение, в опыт. Потому что одного знания недостаточно. Одного слуха недостаточно. Одного чтения обещаний недостаточно, а теперь вы должны их почувствовать, вы должны стать единым целым с вибрацией изобилия, чтобы врата вашего наследия начали открываться не завтра, а прямо сейчас. Ты видел фрагменты головоломки. Истину, прошептанную в древних писаниях. Семя Божьего голоса, эхом звучащее в твоих снах. Символы преображения, разбросанные по твоей жизни, словно хлебные крошки с небес. Но теперь, дитя мое, я передаю тебе ключ. Не метафорический. Духовный механизм, который при правильном использовании начинает обратить вспять магнитное поле недостатка и привлечь ваше божественное наследие с неоспоримой силой. Итак, сделай глубокий вдох. Прямо сейчас. Останови все остальное. Войди в этот момент, потому что этот момент священен, не потому, что я так говорю, а потому, что это то место, где вера становится плотью, где молитва становится платой и где вера становится осуществимой. Закройте глаза. Да, прямо сейчас. Сидите вы или лежите, просто мягко закройте их. И начните дышать. Не ради зрелища, не ради контроля, а ради присутствия. Дышите так, словно небеса наблюдают за вами, и это действительно так. Как будто ваши ангелы окружают вас, и это так. Как будто Святой Дух парит над вашим плечом, и я обещаю, Он никогда не уходил. Вдохни, и с этим вдохом почувствуй, как тяжесть в груди слегка отступает. Выдохни, и с этим вдохом отпусти все тревожные мысли о финансах, будущем, неудачах. Это тяжкий груз, и ты не должен был нести его в одиночку. Я носил его с тобой, в тишине, в тени, ожидая этого самого момента, когда ты отдашь его мне. А теперь, пока ваши глаза закрыты, я хочу, чтобы вы визуализируете что-то очень конкретное, не просто изобилие. Не просто золотые монеты или сундуки с сокровищами – это фантазия. Я хочу, чтобы вы увидите, как преображается ваша реальность. Представьте себе обычный день. Вы дома. Свет из окна падает прямо на пол. В воздухе пахнет чистым бельем и покоем. Вы спокойно идете по комнате и без всякой причины берете телефон. Открываете банковское приложение без предвкушения, без напряжения, а небрежно. Так же небрежно, как проверяете погоду. И вот оно. Ваш баланс. 50 миллионов долларов. Не 1. Не 5. 50 миллионов долларов. Ты не прыгаешь. Ты не кричишь. Ты просто видишь это. И уведомление это. Как будто на улице солнечно. Как будто на фоне играет твоя любимая песня. Спокойствие. Настоящее. Знакомое. Потому что вы уже стали этой версией себя. Это не шокирует, потому что это принадлежит тебе. Это не подавляет, потому что это всегда было твоим наследием. Это неудача, потому что это результат Божественного Завета. Сверхъестественного контракта, подписанного кровью и скрепленного молитвой. Оставайтесь в этом моменте. Почувствуй, что твои сердце чувства. Не разум, забудьте о разуме на секунду.
Ваше сердце. Чувствуете тепло в груди? Чувствуете странное облегчение? Святость в воздухе? Оставайтесь там. Задержитесь в этом. Потому что это не просто визуализация. Это сверхъестественная транзакция. Вы не притворяетесь, вы активизируетесь. Вы показываете духовному миру то, что готовы принять. Вы калибруете свой сосуд для веса божественного богатства. Вы говорите небесам: «Я доступен. Я настроен. Я готов». Это секрет, который понимают немногие. Не стоит просить чудес. Становится частота, которая делает их неизбежными. Позвольте мне рассказать вам то, что мало кто решается произнести вслух. Большинство людей не отталкивают богатство из-за отсутствия работы или навыков. Они отталкивают его с помощью эмоциональной интенсивности, они прикрепляются к нему. Они визуализируют чудо с таким количеством отчаяния, что это создает большую дистанцию. Они так сильно хотят денег, что окружают их энергией горя. Но небеса не отвечают на мольбы. Небеса реагируют на выравнивание. К уверенность, к вера, к расслабленное положение сердца, которое знает, что оно уже благословлено. Поэтому еще раз говорю: увидьте деньги, но не выпрашивайте их. Увидьте дверь, но не стучите в нее. Взгляните на урожай и идите по полю, словно оно принадлежит вам. Потому что оно делает. И пока вы пребываете в этом состоянии, в невидимом мире происходит нечто священное. Ваш мозг не знает разницы между воображением и памятью. И ваш дух определенно знает разницу между отчаянием и покоем. Поэтому, когда вы ощущаете покой, визуализируя сверхъестественное богатство, вы говорите каждому ангелу, назначенному вам, каждой тайной двери, которая была заперта до сих пор, каждой божественной связи, парящей за пределами вашего физического зрения сейчас. Он готов. Сейчас. Она готова. Это спокойное осознание. Это расслабленное изобилие. Это то, что открывает шлюзы. Позвольте мне теперь применить это на практике. Потому что это не просто теория. Это ваше руководство по эксплуатации. Повторяйте это в течение следующих 7 дней. 1 раз утром. 1 раз перед сном. Закройте глаза. Окунитесь в непринужденную визуализацию. Проверьте приложение «Духовный банк». Увидьте изобилие. Не чувствуйте ничего, кроме нормальности. Вот в чем секрет вибрации. Это не ажиотаж. Это не ажиотаж. Это спокойное владение. И по мере того, как вы повторяете это, ваше подсознание начинает перестраивать ваши убеждения. Ваша духовная позиция меняется с попрошайничества на получение. Вы перестаете вести себя как чужак богатства и начинаете вести себя как сын или дочь король. Это больше, чем визуализация. Это репетиция наследства. Это ты, вспоминая, кто ты на самом деле, сосуд божественного богатства, избранный не просто для того, чтобы иметь изобилие, но и чтобы распределять его честно и целенаправленно. И не беспокойтесь о том, как. Как – не ваша задача. Непослушание – это твоя работа. Вы не сажаете семя, а потом выкапываете его каждый час, чтобы проверить. Вы сажаете его, поливаете, доверяя почве и живите так, как будто урожай гарантирован. Потому что это так. Я обещал тебе метод. Я просто дал тебе план небес. Так что вперед. Попробуйте сегодня вечером. Почувствуйте, как прохладное спокойствие сверхъестественной уверенности пронизывает ваши кости.
Проверьте свое воображаемое равновесие и улыбнитесь, не потому, что это ново, а потому, что вы это уже видели. Он твой. Не будет точка это. Может и нет точка это. Ибо Бог, сотворивший звезды на небе и золото на земле, не забывает завета своего. И завет его с вами – богатство, избыток, мир и цель. Пусть это станет вашей атмосферой. Пусть это станет вашей личностью. Пусть это станет новой нормой. И когда реальный баланс смещается, когда работа завет, когда двери открываются, когда забытые инвестиции удваиваются, когда деньги появляются такими способами, как вы не могли планировать, но были готовы к. Вы не будете удивлены. Вы просто улыбнетесь и прошепчете: «Я уже видел это раньше». Потому что у тебя хватило веры почувствовать это первым. Это ключ. Это дверь. Вот это метод. А теперь иди, дитя мое. Ты ближе, чем думаешь. Итак, вот мы здесь. Вы прошли весь путь. Вы услышали внутренний голос, вы почувствовали духовный сдвиг, и теперь вы точно знаете, что нужно, чтобы нести чистоту, которая управляет не просто мелочью, а огромным богатством. Теперь вы понимаете, как думать, как судно, вмещающее 50 миллионов долларов. Не просто желать их, не просто гнаться за ними, а нести это со спокойной уверенностью, что вот это настоящее преображение. Вот это чудо. Вот это сверхъестественное сочетание благословения и послушания. Вам дан точный план. Не фантазия. Не жизнеутверждающая цитата. Священная формула, основанная на Писании, подкрепленной Духом, активированной верой. Теперь вы знаете, как перенастроить внутреннюю программу, которая когда-то отталкивала вас от богатства. Теперь вы знаете, как видеть деньги не как спасение или символ борьбы, а как слугу своей судьбы. Деньги не ваши хозяева. Вы – дитя Божье. И в этом наследии вы правите с мудростью, щедростью и целеустремленностью. Но позвольте мне сказать вам священную истину. Знаний никогда не бывает достаточно, одно лишь понимание не принесет вам урожая. Откровение без приложения – напрасное чудо. Поэтому я говорю вам сейчас с любовью и настоятельностью. Вы должны начать процесс немедленно. Не ждите до понедельника. Не ждите улучшения настроения или более явных знаков. Знаки уже появились. Это видео является ваш знак. Ваш следующий шаг прост. Мощный. Вечный. Применяйте полученные знания. Сядьте сегодня и проведите визуализацию. Не один раз. Каждый день. Дважды в день. Утром и вечером. Проверяйте свое банковское приложение в духе. Удерживайте спокойное присутствие богатства в своей груди, как будто оно уже принадлежит вам, потому что так оно и есть. И наблюдайте, что произойдет. Потому что Вселенная не знает разницы между $50 и 50 миллионами долларов. Но ваша вера делает. И когда ваша вера начинает нести эту чистоту, ангелы это замечают. Двери скрипят, открываясь. Разговоры меняются. Начинают приходить электронные письма. Вы встречаете кого-то, кто просто случайно подумал о вас. Это не случайность. Это активация завета. Эта тайная система небес реагирует на ваше соответствие. И вот чего я хочу от тебя сейчас, моя любимая. Поделитесь своим стремлением в комментариях. Да, напишите. Объявите об этом. Закрепите этот процесс в публичном доступе. Скажите: «Я начинаю 7-дневную визуализацию». Или скажите:
я уже видел первый знак. Что бы это ни было, сделай свой завет известным. Не для меня, но для ты пусть небо и земля будут свидетелями твоей серьезности. Что ты готов? Что ты не просто мечтатель, ты сосуд свершившихся чудес. И если это сообщение нашло отклик в вашей душе, сердце, не только ваши уши, не только ваш разум, но и ваш дух, тогда я спрашиваю вас со всей искренностью, нравится это видео и подписаться на этот канал. Не потому, что мне нужны цифры, а потому, что вам нужен импульс. Вам необходимо оставаться в этой атмосфере трансформации. Вам нужны голоса, которые не позволят вам снова впасть в нищету, страх или мелочное мышление. Вам нужны напоминания о том, кто вы, избранный, получатель божественное богатство, держатель ключа. Это пространство больше, чем просто контент. Это семья завета. Пророческий круг. Цифровой алтарь, куда голодные, сломленные, верные и забытые приходят, чтобы вспомнить: ты никогда не был предназначен для того, чтобы просто выжить. Ты был избран, чтобы переполнение. Так что не пролистывайте дальше. Пауза. Отражать. Заявить. Напишите свое имя в комментариях и добавьте слова: «Я получаю свое наследство». Пусть алгоритмы этого мира и ангелы небесные зарегистрируют вашу приверженность. А затем поделитесь этим сообщением. Кто-то из твоих знакомых молча страдает. Он застрял в нужде. Он копит в себе горяч. Он молится без всякой гармонии. Будьте мостом. Станьте искрой. Отправьте им это. Пригласите их начать 7-дневную практику вместе с вами. Мы не должны подниматься в одиночку. Мы поднимаемся в сообществе, в завете, в божественном времени. И если вы дошли до этого места в видео, мне нужно, чтобы вы знали кое-что очень личное. Это сообщение не было случайным. Вы наткнулись на него не случайно, к вас направляли. Тебя сюда тянуло, потому что что-то внутри тебя всегда знало: ты создан для большего. Не просто для большего количества денег, но для большего смысла. Не просто для наличных, но звонок не просто вещи, но трансформация. Вы не отстаете. Вы не забыты. Вы не прокляты. Вы находитесь готовой. И теперь пришло время применить на практике то, чему вас научили. Чтобы привести в порядок свое сердце, владеть своей силой, чтобы активировать обещания. Это ваш момент. Это ваше чудо в движении. Так что действуйте. Напишите ваше заявление. Подпишитесь на следующую божественную загрузку. И будьте готовы к знакам, переменам и сверхъестественным событиям, которые вот-вот произойдут. Потому что вы не просто учитесь думать как миллионер. Вы учитесь поступать как дитя Божье. И дети Божьи не просто гонятся за чудесами, а не нести их. Увидимся в следующем эпизоде, где мы подробнее расскажем, как поддерживать эта новая вибрация не только на неделю, но и на всю жизнь. До тех пор оставайтесь на одной волне. Оставайтесь в ожидании. Оставайтесь верными. И никогда не забывайте, ваш урожай уже в пути.